Був Ламборгіні, а став Бруктом. У селі Лютіш, неподалік Києва, розтрощили єдиний в Україні екземпляр Ламборгіні «Уракан». Це повідомляють поліції Вишгородського району. Автівку занесло, після чого вона врізалася у дерева. Кермувальник залишився живим, він в лікарні. А в прокатній компанії вже підраховують збитки. Відновлення машини обійдеться в $60 тисяч. Здравствуйте. Итак, вы на канале Адреналин Драйв. Мы находимся на территории... Не-не-не, им это не интересно. Да? Он начал прыгать на этой дороге. И тут он подлетает на этой штуке, чтобы вы понимали, как она подлетела. Мы раздолбали ламбу. И так как многие наши подписчики на инстаграм-канале проявили интерес к восстановлению автомобиля, подписывайтесь на наш YouTube канал. Ну это вот ты, бля, не можешь. Ладно, хорошо, окей. Поехали. Всем привет. Ребята развалили ламбу. Да, и мы находимся на территории тюнинг-отеля Top Level. Всем интересно, что будет дальше с нашим автомобилем. Будем снимать ролики про дефектовку и про возможности восстановления, если будет такая возможность. Пока я вижу по днищу, что все-таки есть возможность и желание бороться у нас, чтобы эту машину обратно восстановить в идеальное состояние. Погнали. Алло. Здорово, дядя. Как дела? Ничего, нормально. Что там, ламбу привезли? Слушай, да, Игорек привез лампу. Сейчас будем ее разбирать, смотреть, что там, как там и так далее. Ну, мы там немного начали уже, ты понял? Что-то подзаписали, но это судьба, если ты понимал, как бы, блин. В первую очередь водитель не справился с управлением на дороге, которая не очень соответствовала для данного суперкара. Было холодно или нет? Было прохладно, да, и скоростной режим и все остальное не соответствовало. Ну, громкая авария, к сожалению. Громкая. ТСН, кстати, заявили, что что-то развалили там хлам и так далее. Був Ламборгіні, а став Бруктом. Короче, пока мы машину разгружали, я посмотрел, днище ровное. То есть, в принципе, самое главное, это у нас вот район кабины. Вот там, если все плюс-минус ровное, то мы можем дальше смотреть. Учитывая то, что внешне там все нормально, есть смысл разбирать, дефектовать, ну и бороться за восстановление. Вот здесь явно видно, что такое качественные кованые диски. Несмотря на эти все удары, ничего не оторвало. Все целое стоит. Да, колесо даже переднее накачанное, на удивление. Ну, то есть, как бы понятно, что их погнуло, понятно, что удары были сумасшедшие, но тем не менее, они свое отработали, что занадто, то на здраво. То есть, как бы здесь лучше за это не бороться. Самый основной удар, это был, судя по всему, Вперед левый и задний правый. Вот, здесь как раз машина подлетела, ударилась, амортизатор сложился. Кстати, можно как раз видеть, насколько маленький ход амортизатора. Сколько тут надо было, чтобы ему сложиться, ну а потом вся мощь, да, пошла непосредственно в крепление. Вот, непосредственно видно, насколько поднялось верхнее крепление амортизатора. Здесь вот трещинка, да, я думаю, что тут уже рисковать не нужно. Кстати, вот такой диск, я думаю... Но новый такой диск стоит 3600 евро. Ну, это новый. Новый, да. Но если мы, как говорится, будем брать все оптом... А вдруг кто-то, кстати, что-то подскажет. Кстати, очень прикольная тема. Я недавно снимал сторис, вот тут X6 висит. Он к нам приехал на замену сальников там. И я снимаю сторис, что вот мы меняем сальники. И пишет какой-то внимательный, молодец, подписчик, говорит, ребята, там колеса неправильно направленные. А человек приехал к нам, ну как бы, ну мы, блин, тоже провтыкали. Где-то ему на шиномонтаже неправильно установили резину. Благодаря нашему подписчику
Круто. человек выйдет с правильным направлением резины. Так что спереди у нас, если что-то могло улететь, это ну, двигатель. Моторчик Ты стеклоочистителя. понимаешь, даже моторчик стеклоочистителя не улетел. То есть здесь аккумулятор и все, по сути. Ну вот бачок потек, это да. Бачок потек, да. Так что, в принципе, да, выглядит это все очень печально. Но на самом-то деле это все отрывает, потому что это алюминий, опять же, я рассказывал, насколько это все энергоемкое. Благодаря этому всему машина просто проскользила и улетела. Самое важное – это геометрия, вот эти диагонали. 1,5 месяца тому назад меняли гидрокомпенсаторы и 2 распредвала. Разбирали тут специально без снятия мотора, мучились, потому что в Америке бы, или там в Италии где, сняли бы мотор. Да. Мы специально, не снимая мотор, заменили здесь это все. Она вроде бы такая маленькая, а когда начинаешь складывать эти все детали, надо где-то 30 квадратных метров, где-то еще места, чтобы ее разложить. Миша, по опыту, такие машины вообще восстанавливают? Ну, вот я понимаю, что в Америке никто такое не восстанавливает, а вот по вашему опыту, что Да, в наших реалиях? Такие машины восстанавливаются. Мы к этому, к сожалению или к счастью, привыкшие. Мы по-другому на это смотрим. Я проводил аналогию с хирургами. Есть сложная операция, есть легкая операция. Конечный результат здоровый человек в большинстве случаев. Вот точно такая же ситуация и здесь. Да, это сложнее операция. Да, не каждый за нее возьмется, здравый человек, потому что если понимать, какой здесь фронт работы, это, конечно же, колоссальный труд, но тем не менее это возможно. И самое важное, что машина при этом останется прочной, жесткой, надежной. В следующих сериях я предлагаю как раз рассказать самое интересное, когда будет отдельно уже мотор лежать, когда мы рядом поставим, например, тот же Макларен, у которого по-настоящему монокок. Да, и можно будет, в принципе, какие-то такие азы рассказать. Ребят, кстати, я вам скажу честно, как показывает практика, такой подвиг, как совершил Adrenaline Drive, захотели осветить все восстановление и все в открытую и в чистую. Но это просто круто. Так что я считаю, что нужно по-любому подписаться и следить за ребятами. И, конечно же, поддерживать в этой ситуации. Ну и, в принципе, я надеюсь ждать того момента, когда можно будет дальше на ней кататься. Да. И дарить получать эмоции людям. Да, дарить эмоциям людям. Так что погнали.